Граф не всегда жил в приюте для бездомных животных. Ранее у него был владелец, личная миска с кормом и игрушки. Это была воспитанная, умная и интеллигентная собака. Граф отличался хорошими манерами. Он никогда не грыз обувь и не пакостил в доме. Однако даже такой прекрасный пес смог надоесть своему предыдущему хозяину, который отправил его в приют. Он даже не назвал сотрудникам приюта видимой причины, почему отдает пса, просто привел и ушел без объяснений. В приюте графа сразу полюбили. Сотрудники обожали этого красавца. Другие собаки относились к графу с уважением, но он соблюдал дистанцию, не желая подпускать кого-то близко к себе. Граф не жил на улице, но после того, как хозяин сдал его в приют, пес постоянно грустил. Да, у него была еда, крыша над головой, но не было любящего хозяина. Волонтеры жалели эту замечательную собаку. На красивой мордашке графа всегда был отпечаток тоски. Антон планировал взять из приюта собаку мелкого или среднего размера. Он жил не в собственном доме, а в небольшой квартире, поэтому места было мало. Однажды Антон пришел в приют, когда собак вывели на прогулку. Граф первым подбежал к нему, чтобы познакомиться. Этот пес был самим обаянием, поэтому Антон не смог устоять и выбрал именно его среди всех остальных кандидатов. Когда графа вели к автомобилю, он шагал так гордо и величественно, словно никогда не жил в приюте. Эта собака отличалась королевскими манерами. А этот красавец хоть не кусается, с этим у нас проблем не возникнет, уточнил Антон у сотрудников приюта. Они успокоили нового владельца графа. Это действительно была очень добрая собака, в которой не было ни нотки агрессии. Антон заранее подготовил квартиру к приезду нового жителя. Только лежанку он выбрал небольшую, потому что не рассчитывал, что заберет такого крупного пса. Собака освоилась на новой территории. Граф вел себя прилично, ел с удовольствием и слушался хозяина. Ближе к ночи Антон показал питомцу его место для сна, а сам отправился в свою спальню. Из коридора недолго раздавался шорох, а затем граф уснул. Антон тоже собрался спать. Однако поздней ночью он ощутил, что кто-то дышит ему прямо в щеку. Он открыл глаза и увидел, что граф смотрит на него. Собака не залезла на диван, а стояла рядом. «У тебя все в порядке?» – спросил Антон в растерянности. Он не понимал, почему собака не спит. Граф лишь подставил свою голову, намекая, чтобы его погладили. Антон разрешил графу спать в своей комнате, чтобы пес не испытывал тревожности и мог всегда видеть, что хозяин рядом.